Хотите увидеть самые живописные места Вселенной? Узнать их секреты, сделать яркие снимки на память? Тогда вам нужно выбрать тур в потрясающий мир небесных туманностей. Они настолько живописны, что давно в топе у астрофотографов. Европейское космическое агентство в 2023 году поздравило индусов с праздником красок или Холи, поделившись великолепным снимком именно туманности. Космический телескоп Хаббл запечатлел на фото область объекта Хербига-Аро HH505 в туманности Ориона. Это мерцающая пелена из газа и пыли, которая окружает новорожденное светило. В ней видны извилистые структуры, пронизанные интенсивным ультрафиолетовым излучением. Они появились, когда звездные струи ионизированного газа столкнулись с окружающей средой на скорости более 400 км в секунду. В честь первой годовщины начала работы телескопа Джеймс Уэбб в НАСА тоже опубликовали снимок туманности в молекулярном облаке Ро-змееносца. На изображении видны толстые пылевые коконы, в которых формируются протозвезды. Когда новорожденное светило впервые прорывается сквозь свою оболочку, то выбрасывает огромные красные струи молекулярного водорода. В этом звездном питомнике вращается около 50 молодых звезд солнечной массы. Ветер одной из них, С1, прорезал в пыли чудесную светящуюся пещеру, которая видна в нижней части изображения. В космосе существует множество не менее впечатляющих туманностей, и мы отправляемся в космическое путешествие в их невероятный мир, где можно увидеть россыпи бриллиантовой пыли или химер, похожие на планеты со звездами одновременно. И как обычная туманность могла спасти жизнь нашего Солнца? Мы уже не раз попадали в туманные миры во время космических приключений. Но перед большим путешествием сначала постараемся лучше узнать все об этих структурах. Если брать в пример Землю, то здесь все просто. Туманом называют непрозрачный воздух, насыщенный водными парами и загрязненной пылью, дымом, копотью. Космические туманности иные. И вот почему. Вселенная — это, по сути, почти пустое пространство. Звезды и планеты занимают лишь ничтожную ее часть. Все, что заполняет место между ними, называется межзвездной средой. Это не полный вакуум. В ней есть газ, в основном водород, легчайший химический элемент. Но его очень мало. Если зачерпнуть чайной чашкой вещество из межзвездного пространства, то в ней окажется примерно 20 атомов водорода и 2 атома гелия. Примерно столько же в нашем воздухе содержится атомов кислорода и азота. Кроме того, пространство довольно равномерно перемешано с межзвездной пылью. Также оно пронизано межзвездными магнитными полями, космическими лучами и электромагнитным излучением. Еще древние астрономы заметили, что в этой среде просматривается нечто отдаленно похожее на облака, но не обращали на них особого внимания. Позднее, более 200 лет назад, усовершенствованные телескопы позволили ученым более четко различить в пространстве непрозрачные структуры, а внутри них некие странные объекты. Французский астроном Шарль Месье был вынужден создать каталог этих необычных образований, чтобы избежать путаницы при поиске комет. Его труд содержал 103 позиции и был опубликован в 1784 году. Первым, кто по-настоящему исследовал светящиеся участки ночного неба, оказался английский астроном Уильям Гершель. Ученый определил, что эти непрозрачные структуры в основном состоят из газа и пыли, а также назвал их туманностями. Ученый поделил данные области на два вида – зеленоватые, которые светятся сами, и белые, которые способны лишь отражать свет. Сейчас исследователям уже известно, почему светятся туманности и становятся видимыми для телескопов. Непрозрачную пелену озаряет мощное излучение звезд, особенно высокоэнергетичный ультрафиолет. Он приводит к ионизации газа, который начинает сиять или тускло мерцать разными цветами. В нашем путешествии мы увидим розовые, голубоватые, фиолетовые, зеленые, коричневые облака. Цвет зависит от того, какой газ преобладает в туманности, но его еще нужно идентифицировать на огромных космических расстояниях. А это сделать нелегко. Астрономы изучают электромагнитное излучение туманности с помощью радиотелескопов. Сопоставив спектр излучения одних со спектром других химических элементов,
Они определяют состав облака. Чаще всего 70% всей массы туманности занимает водород, оставшуюся – гелий. И эти, казалось бы, простые газы способны творить настоящие чудеса. Посмотрите на одну из самых красивых водородных туманностей – розетка в созвездии Единорога. По форме и цвету она напоминает прекрасную алую розу и отличается сложной структурой из различных узелков, дуг, облачных скоплений. Наряду с этим существуют облака, где преобладают другие элементы. Туманность в созвездии Щита выделяется среди других необычным изумрудным цветом, который ей придают ионизированные атомы кислорода. А по соседству с нашим Млечным Путем астрономы обнаружили огромное кислородное облако, которое почти упирается в соседнюю галактику Андромеда. Но в целом оно несколько иного состава, чем туманность в созвездии Щита, и потому голубоватого цвета. Кроме того, туманности содержат некоторые тяжелые элементы, такие как азот, углерод, магний, калий, железо, кальций. В них есть и неорганические соединения в виде оксида углерода, аммиака, воды. Это служит питательной средой для формирования звезд. И вот, если коротко, каким образом среди туманной мглы рождаются яркие светила? В результате турбулентности в глубинах космических облаков формируется плотное образование, называемое узлами. Когда они набирают достаточно массы, гравитационное давление заставляет материал в их центре нагреваться, создавая протозвезду. Ядро будущего светила со временем раскаляется так, что запускает термоядерный синтез. Тогда рождается звезда. Но после смерти светила в результате сброса материи вокруг него тоже может образоваться облако. То есть туманности одновременно служат роддомами и кладбищами звезд. Возможно, по этой причине астрономы долго не могли точно определиться с понятием и классификацией этих структур. До 20 века туманностями было принято называть любые протяженные астрономические объекты. Под данное определение попадали почти все звездные скопления и галактики. Так нашу соседку, галактику Андромеды, раньше называли туманностью. Однако галактика и туманность – разные вещи. Развитие астрономии и совершенствование телескопов позволило более точно определить разницу между этими объектами дальнего космоса. Теперь галактиками считают гравитационно связанные системы из звезд, звездных скоплений, межзвездных газа и пыли, темной материи и планет. А туманностями называют участки межзвездной среды, которые выделяются своим излучением или поглощением излучения на общем фоне неба. Большинство туманностей огромны. Их размер достигает минимум нескольких световых лет, но они имеют очень низкую плотность. Например, масса Земли составляет почти 6 секстиллионов тонн, то есть шестерку с 21 нулем. В то время как космическое облако размером с Землю потянуло бы на весах всего пару килограммов. По мере изучения туманностей ученые поняли, что это не просто однообразные области космоса, которые плотнее межзвездного пространства. Они имеют множество различий, и после открытия большого количества таких структур астрофизики задумались об их классификации. Разделение на пылевые и газовые получалось не очень корректным, так как любая туманность состоит из пыли и газа. Но они существенно различаются по происхождению и особенностям поглощения, отражения или рассеивания света. На этом основано разделение туманностей по видам. И мы во время космического путешествия познакомимся с каждым из них. Начнем с планетарных туманностей, которые создают в небе особенно красочные узоры. Их рисуют в небе умирающие звезды, как будто спешат перед кончиной оставить после себя в космосе яркий след. На последней стадии своей эволюции звезда массой от 0,8 до 8 солнечных превращается в красного гиганта или сверхгиганта и сбрасывает в космос свои внешние слои. Из них и образуется планетарная туманность, которая представляет собой оболочку ионизированного газа вокруг звезды. В центре такой туманности обычно находится белый карлик, в которого превращается красный гигант. Поскольку процесс происходит постепенно, по мере разрушения светила, облако вокруг него представляет собой нечто похожее на годичные кольца. По мнению ученых, в этих кольцах, как в летописях, зашифрована история эволюции звездной системы. Но их история коротка,
поскольку планетарные туманности в космических масштабах – эфемерные структуры. Они существуют всего несколько десятков тысяч лет при продолжительности жизни звезды-предка в миллиарды лет. Когда белый карлик внутри облака остывает, он становится черным карликом, и туманность вокруг этого холодного звездного трупа рассеивается. В течение своей короткой жизни такие газопылевые облака приобретают сложную, порой фантастическую структуру. Механизмы создания этих невероятных творений природы до конца не выяснены. Считается, что большую роль могут играть взаимодействие центрального светила со звездным ветром, звездой-компаньоном, магнитным полем и межзвездной средой. Но почему в данном списке нет планет? Туманности ведь планетарные. Да просто они не имеют никакого отношения к планетам. Скорее всего, Уильям Гершель при наблюдении в телескоп принял эти структуры за газовых гигантов, вот и окрестил туманности планетарными. Сейчас в нашем Млечном Пути их известно около 1500. Туманность Кольцо среди них считается настоящей драгоценностью, которая как бы надета на скопление галактик CI 2024+17. Она расположена в созвездии Лиры на расстоянии 2300 световых лет от Земли. Недавно космический телескоп Джеймс Уэбб с беспрецедентной детализацией показал внутреннюю структуру живописного космического облака. Самая яркая часть туманности – светлое главное кольцо. Оно состоит из газа, выброшенного умирающей центральной звездой, которая вскоре станет белым карликом. В то же время внутренний регион содержит 20 тысяч плотных молекулярных облаков, богатых водородом и отличается наличием горячего газа. По периметру оно окружено ободком из углеродных молекул. По всему периметру основного кольца расположены примерно 10 концентрических дуг. Предполагается, что эти структуры возникли вследствие взаимодействия центральной звезды со своим небольшим спутником. Гомункул в созвездии Киля среди планетарных туманностей довольно редкая разновидность. Когда мы подлетим к этому облаку, то увидим в небе призрачные лопасти, поскольку гомункул имеет биполярную форму. Он похож на разделенный надвое пузырь, в центре которого находится звезда Эта Киля. Как светило смогло окружить себя столь необычным облаком диаметром 0,7 светового года? Скорее всего, пузырь – результат грандиозного события на Эта Киля. Около 170 лет назад она непостижимым образом стала второй по яркости звездой в ночном небе. А через 20 лет, выбросив больше вещества, чем масса нашего Солнца, неожиданно потускнела. Из ее материала образовалась туманность гомункул со сложной структурой, которая очень быстро расширяется. Звезду в центре туманности окружают расширяющиеся облака газа, пронизанные волокнами из темной пыли. Они окружены светящимся красным водородом. Этот слой расширяется быстрее всего. В нем заметны похожие на усы потоки газов. Ученые продолжают изучать гомункул и недавно получили новые данные о химическом составе туманности, неожиданно обнаружив в ней много молекул углерода. Но пока до конца не ясно, откуда он появился. И это еще не все. Гомункул оказался настоящей матрешкой. Внутри него прятались крошечная биполярная туманность, которую назвали маленьким гомункулом. Этот карлик мог образоваться в результате малой вспышки на Эта Киля в 1890 году. В отличие от планетарных, эмиссионные туманности в основном состоят из газа. Его ионизация фотонами ближайшей горячей звезды позволяет облакам светиться. Они хорошо выделяются в космической темноте благодаря своему флуоресцентному излучению в оптическом диапазоне волн. Эти облака имеют очень разную плотность, а их масса обычно составляет от 100 до 10 тысяч солнечных. Температура в центральных областях туманности равна 8-10 тысячам кельвинов. На периферии несколько ниже. Туманности обычно расширяются под действием давления горячего газа. Если на пути встречаются небольшие уплотнения межзвездного газа и пыли, облако их огибает. В результате этого в нем образуются удивительные структуры в виде плотных сгустков, ярких ободков, вытянутых жгутов, кометообразных объектов. Туманность Ориона на расстоянии 1300-1600 световых лет от нас именно такая.
Она с невероятной энергией зажигает звезды. Юные светила тысячами сияют в этой пелене пыли и газа. За счет их света туманность видна с Земли невооруженным глазом, а в небольшие телескопы можно рассмотреть ее потрясающие детали. Мы увидим в туманности загадочные клубящиеся облака пыли и газа, космические взрывы и свет звездных лучей, пробивающихся сквозь облачную завесу. Синим и фиолетовым ее украшает отраженный свет ярких горячих звезд, зеленым – ионизированные атомы кислорода. А красные области водорода делают этот микс еще более впечатляющим. Однако светила, которые дарят туманности Ориона яркую жизнь, ее же и разрушают. Предположительно, около 400 тысяч лет назад она потеряла около 2/3 своей начальной массы из-за сильного излучения звезд и их ветра. В будущем туманность перестанет зажигать новые светила, ее пыль и газ разнесет по пространству. Тогда на месте красочного облака останется рассеянное звездное скопление. Но это в будущем. А пока живописная туманность Ориона является одним из самых любимых объектов фотосессий астрономов-любителей. Космические телескопы тоже часто делают ее снимки, стараясь рассмотреть что-то неожиданное и ценное для науки в призрачных облаках. И удача им уже не раз улыбнулась. Космический телескоп Джеймс Уэбб увидел в ее пелене странные пальцы, как будто поднятые зачем-то призрачной руки. Эта необычная формация состоит из газа, выброшенного в ходе взрыва примерно 500 тысяч лет назад. По мнению ученых, катаклизм мог быть вызван столкновением двух молодых массивных звезд. Небесные пальцы выглядят покрасневшими от обилия водорода, разогретого в результате взрыва. Вблизи их кончиков излучение становится зеленым из-за атомов железа, а в местах с наиболее раскаленным газом даже белым. На другом снимке астрономы нашли нечто еще более удивительное. Странные небесные тела массой в 2 Юпитера, свободно плавающие по туманности. Ученые предполагают, что эти бинарные объекты сформировались внутри диска звезды, а затем были выброшены светилом из зоны своего влияния. В ходе наблюдений исследователи обнаружили десятки подобных объектов. Но что они из себя представляют? Объекты слишком малы, чтобы быть звездами. По своему составу они скорее напоминают планеты. Анализ показал наличие пара и метана в их атмосферах. Но незнакомцы не поддаются принятому определению планет, поскольку не вращаются вокруг родительской звезды. Это может ознаменовать открытие новой астрономической категории космических объектов. Из сотен идентифицированных в туманности небесных тел десятки образовались парами. Пока астрономы назвали незнакомцев Джамбо или двойные объекты массы Юпитера. После дальнейшего изучения их, возможно, переквалифицируют. Однако выяснить все о Джамбо будет нелегко. Предполагается, что невозможно сформировать объекты размером с Юпитер внутри туманностей, поскольку там мало материи. Пока удалось узнать, что возраст Джамбо составляет около 1 миллиона лет, так что по астрономическим меркам они еще младенцы. Большие, горячие, газообразные объекты раскалены до адской температуры, которая составляет около 1000 градусов Цельсия. Однако без родительской звезды они быстро остывают. В будущем на короткое время Джамбо приобретут температуру, близкую к обитаемой, а затем превратятся в куски льда. Но главное, снимки телескопа Джеймс Уэбб могут пролить свет на окружающую среду, в которой сформировалась наша Солнечная система более 4,5 миллиарда лет назад. Хотя, возможно, она была сходна с той, что сейчас в туманности Ориона. Хотя нужны дальнейшие исследования, чтобы выяснить все точнее. А вот о том, что происходит, если звезды туманности недостаточно горячие, ученые уже знают. В этом случае светила не могут ионизировать водород и образуют другой тип туманности – отражающую. Пыль в ней рассеивает свет более горячих и ярких звезд ближнего региона космоса. Большинство отражательных туманностей расположено вблизи плоскости галактики. Некоторые из них имеют кометообразный вид и называются кометарными. Обычно такие туманности отражают свет звезд переменного типа, которые то включают на полную, то прикручивают свой свет. Самые яркие облака освещаются бело-голубыми очень горячими звездами Б-типа.
Большинство микроскопических частиц в их составе, ответственных за рассеивание света, чаще всего состоят из железа и никеля. Металлы взаимодействуют с галактическим магнитным полем, и потому отраженный свет слегка поляризован. В подобных туманностях космические путешественники могут сорвать настоящий джекпот, найти целые россыпи драгоценностей. Откуда они взялись в пространстве, объясняется легко. Некоторые отражательные туманности содержат много частиц углерода, и ученые нередко называют их небесной бриллиантовой пылью. Туманность Меропы или IS-349 принадлежит к их числу. Телескоп Хаббл продемонстрировал нам ее опасные, но захватывающие скитания по космосу. Когда IS-349 приблизилась к звездному скоплению Плеяды, то и не подумала обходить ее стороной. Как настоящий призрак, она решила пройти сквозь звезды и теперь летит через скопление со скоростью 11 км в секунду. В данный момент IS-349 находится на расстоянии всего 0,06 светового года от звезды Меропа. Подобно лучу факела, освещающего стены пещеры, свет звезды отражается от поверхности черных, как смола, облаков холодного газа облака. Благодаря этому астрономы могут наблюдать туманность. Они выяснили, что сближение со светилом оказало серьезное влияние на внешний вид IC-349. Давление звездного света действует как своеобразное сито для ее пылевых частиц. По мере приближения облака к звезде мелкие частицы замедляются сильнее, чем более крупные. Почти прямые линии, которые можно увидеть на фото, состоят из крупных пылинок. Отстающие мелкие фракции формируют более тонкие структуры облачного призрака. Его частички в основном углеродные. И голубой цвет туманности Меропы обусловлен тем, что углеродная пыль более эффективно рассеивает голубой свет, чем красный. В последующие несколько тысяч лет IC-349 продолжит сближаться со звездой. Если она переживет эту встречу, то с триумфом продолжит свой бесконечный путь по небу. А есть вид туманностей, которые существуют недолго при любом раскладе. Они не всегда видны, но из-за взаимодействия с окружающей межзвездной средой могут излучать мощные рентгеновские и радиоволны. Почва для формирования таких облаков очень разнообразна. Взрывы новых или сверхновых, звездный ветер вокруг ярких и горячих голубых О-звезд и звезд Вольфа-Рая. Жизнь облака поддерживает кинетическая энергия взрыва звезд или других подобных катаклизмов. Как только этот источник иссякает, туманность рассеивается в космосе, обычно через несколько сотен тысяч лет после возникновения. И все же нередко они успевают прожить хотя и короткую, но по-настоящему блестящую жизнь. Крабовидная туманность – отличное тому подтверждение. Ее история началась в 1054 году, когда один из регионов созвездия Тельца утонул в море огня. Небесная катастрофа была зафиксирована в японских и китайских хрониках. Позже выяснилось, что на расстоянии 6500 световых лет от Земли сверхновой взорвалась огромная звезда. Вокруг ее останков образовалась удивительно яркая туманность в виде краба. Тогда это облако наблюдалось невооруженным глазом. И даже сейчас, по прошествии 1000 лет, туманность можно заметить в простые телескопы. Небесный краб соткан из удивительных волокон и клочковатых комков газа, а также пучков заряженных частиц. Эти частицы создает пульсар PSR B0531+21, который остался после взрыва сверхновой и находится в центре туманности. Его диаметр составляет всего около 25 километров. Но пульсар безумно быстро вращается, совершая 30 оборотов в секунду, как все нейтронные звезды подобного типа. И может как раз за счет этого сформировалась главная достопримечательность крабовидной туманности. Когда мы к ней доберемся, то увидим полосу, пересекающую область пульсара. Это уникальный тор, который составляет около 25% от всего видимого выброса материи сверхновой. На 95% тор сформирован из гелия. Астрономы точно не знают, как возник этот туманный бублик, и проводят исследования, чтобы все выяснить. А мы тем временем отдохнем от сияния небесного краба в сумерках темных туманностей.
Они настолько плотные, что гасят видимый позади себя свет, например, от фоновых звезд, эмиссионных или отражательных туманностей. Эти облака в результате высокой концентрации космической пыли выглядят в пространстве как темное пятно, и все же иногда они выходят на свет. Темные туманности становятся заметны, когда расположены напротив более яркой области, такой как эмиссионная туманность или регион с большим количеством звезд. Когда мы посетим такую туманность и рассмотрим ее, то станет ясно, что это далеко не пустынное место. Астрономы называют темные туманности местом нереста звезд и планет, и понимание их эволюции очень важно для изучения звездообразования. Эти облака очень холодные, их средняя температура составляет от 10 до 100 кельвинов. Подобный холод способствует образованию водорода, замороженного угарного газа и азота, который эффективно блокирует прохождение света видимых длин волн. Кроме того, в состав темных туманностей входит молекулярный водород и гелий. Все это, по мнению ученых, способствует возникновению в данных облаках множества звезд. Интересно, что форма этих структур чаще всего неправильная. Они не имеют четко выраженных внешних границ, нередко принимая извилистые змеевидные формы. Одна из таких туманностей и название имеет подходящее – темная штучка. Это необычное облако плывет по созвездию Мухи в 700 световых годах от нас. Она находится гораздо ближе к центру Млечного Пути, чем Солнечная система. Темная штучка растянута в пространстве более чем на 30 световых лет в длину и похожа на змею. Туманность очень четко очерчена, в основном благодаря подсветке многочисленных светил созвездия Южного Креста. Так что она видна с Земли даже в бинокль. Правда, достаточно мощной. Это темное облако состоит из очень плотных областей газа и пыли. В нем хватает материала для рождения множества светил, и темная штучка считается одной из ближайших к Солнечной системе областей звездообразования. Осмотрев этот сумеречный извилистый регион, мы закончим путешествие к туманностям различного типа. Но на Землю возвращаться рано. Мир космических облаков настолько многогранный, что мы еще не составили о нем полного представления. И пополним впечатление, отправившись к туманностям, которые можно назвать в чем-то наиболее выдающимися. Самое близкое, как утверждают астрономы, небесная улитка, облако вокруг останков старой умирающей звезды. Туманность находится примерно в 650 световых годах от нас, и добравшись до нее, мы сразу попадем в поле зрения странного космического глаза, который как бы пристально наблюдает за всем происходящим. Действительно, туманность улитка больше похожа на глаз, чем на моллюска. За это ее часто называют «оком Бога». Своим возникновением невероятно красивая туманность обязана звезде, похожей на Солнце. Внешний слой ее оболочки из-за уменьшения гравитации разлетелся по пространству. Остался белый карлик, который интенсивно испускает жесткое ультрафиолетовое излучение. Оно вызывает удивительное разноцветное свечение молекулярного газа улитки. Из пыли и ионизированных мелких осколков оболочки звезды сотканы замысловатые цветные узоры туманности, которые чередуются с полосами холодного газа. Исследования данных структур позволили довольно точно подсчитать возраст туманности улитка – 10 600 лет. А телескоп Хаббл на своем изображении показал новые черты туманности, в частности, кометные узлы в ее центре. Правда, параметры этих объектов намного больше комет, и процесс их возникновения до конца не изучен. Предположительно, они появляются при контакте горячего газа со звезды с холодным, который ветер сдул со светила на тысячи лет раньше. Но самое удивительное, что относительно небольшая улитка протяженностью 2,6 световых года, возможно, скоро превратится в гигантского небесного моллюска. Облако продолжает расширяться с бешеной скоростью 31 км в секунду. Самая далекая туманность, можно сказать, находится на краю Вселенной, окружая одну из галактик в созвездии Эридана. На нее нам пришлось бы лететь 13,2 миллиарда световых лет. Японские астрономы в 2023 году рассмотрели в этом облаке активные области звездообразования.
а возможно и огромное кладбище светил. Новорожденные звезды ионизируют окружающий газ, создавая в туманности великолепную мерцающую дымку. Внутри этой колыбели, в очень плотном скоплении пыли, находится странная массивная полость, площадью около 1000 световых лет. Она могла появиться в результате взрывов сверхновых и столкновений множества молодых крупных, но недолговечных звезд. Измерения движения газа в облаке указывают, что в такой среде многие светила способны образовывать массивные скопления. Пока это невозможно выяснить точнее. Слабый свет туманности японские астрономы сравнивают со светлячком на вершине горы Фудзи, если смотреть из Токио. Однако модели уже кое-что рассказали о небесном светлячке. Скорее всего, на самом деле он настоящий космический гигант и тянется на сотни световых лет. Возможно, во Вселенной нет ему равных, но пока, по известным данным, самая большая туманность – Тарантул Большого Магелланового облака в 170 тысячах световых лет от нас. Она занимает в небе гигантскую область, размером 1800 световых лет. Тарантул не только непревзойденный гигант, но и наиболее крупный звездный питомник из всех известных. Считается, что в нем живет до 800 тысяч светил. Многие из них просто монстры, которые поражают своей величиной. Рекорд принадлежит звезде R136A1 массой в 196 солнечных. Огромные светила своим мощным излучением выдувают из межзвездного газа и пыли фантастические гигантские пузыри. Некоторые из них взорвались сверхновыми, в результате чего пузыри были подсвечены рентгеновским излучением. В центре туманности на стыке 3 призрачных пузырей находится небольшое звездное скопление R136. Оно в основном состоит из юных звезд возрастом приблизительно в 2 миллиона лет. По краю облака расположились относительно молодые шаровые скопления, а также группировки светил. Их число, по прогнозам астрономов, будет стремительно расти. В 2022 году космический телескоп Джеймс Уэбб заметил в глубинах Тарантула новые тысячи новорожденных и формирующихся звезд. Если небесный Тарантул может похвалиться настоящей звездной армадой, то наиболее яркие и горячие светила все же мы найдем в туманности Бабочка или NGC 6302. Чтобы увидеть сияние, нам придется полететь на расстояние около 4000 световых лет от Земли в созвездие Скорпиона. Путь не близкий, но небесная бабочка того стоит. Ее крылья просто кишат горячими звездами, температурой около 250 тысяч градусов Цельсия. Поэтому небесная бабочка ярко пылает в небе. Но какие силы придали этой туманности такую потрясающую форму? Возможно, ее центральная звезда, которая скрыта за газом и пылью, слилась со своим компаньоном или же высосала его материю. Такой поворот событий мог создать сложные магнитные поля и придать туманности форму бабочки или песочных часов. Также астрономы выяснили, с чем связана сложная изысканная структура NGC 6302. Во внешних частях туманности газ и пыль движутся достаточно быстро. В это же время материал рядом с центральной звездой расширяется намного медленнее. Обе струи сталкиваются друг с другом на скорости до 800 км в секунду. За счет этого крылья бабочки наполнены разноцветными газопылевыми узорами. Трудно представить что-либо прекраснее этой туманности. Однако она существует. Настоящий символ бесконечных возможностей природы. Структура под названием «Столпы творения» в туманности Орла. В 1995 году космический телескоп Хаббл показал снимок этого космического чуда, который стал настоящим хитом в соцсетях. Судя по изображению, когда мы прилетим к столпам, то увидим фантастические небесные колонны, похожие на творение высших сил. На самом деле они наполнены теми же газами и пылью, только сотканы природой с особым мастерством. Их причудливые силуэты подсвечены интенсивным ультрафиолетовым излучением молодых массивных звезд, скопившихся вокруг. Тем временем коконы внутри столпов, скрытые от глаз, уже формируют новые звезды. В этом регионе идут активные процессы звездообразования, а новорожденные светила хорошо скрыты за призрачными спиралями пыли и газа. Но телескоп Джеймс Уэбб тщательно рассмотрел все их детали.
Тогда столпы творения предстали перед поклонниками еще более совершенными. И тут все чуть не испортило одно из исследований НАСА. В нем утверждалось, что столпов творения больше нет. Сверхновая звезда внутри туманности уничтожила потрясающую структуру. Поклонники космического чуда были в отчаянии. К счастью, все оказалось не так безнадежно. В последнее время появились новые доказательства того, что эта непревзойденная по красоте структура еще существует. Вероятно, она сохранится в течение следующих нескольких сотен тысяч лет, прежде чем медленно раствориться внутри туманности. Но не будем забывать, что рядом с красотой всегда существует ее ужасный антипод. Хотите немного хоррора после восхитительных столпов? Тогда отправимся к страшной туманности, по крайней мере, если судить по названию «Голова ведьмы». Она расположена в созвездии Эридана на расстоянии 800 световых лет от Земли. Подлетев ближе к этой отражательной туманности, мы убедимся, что облако действительно похоже на профиль злой старухи. Голова ведьмы светится благодаря излучению ближней звезды Ригель, одной из самых ярких в нашем небе. Голубой цвет объясняется прежде всего тем, что Ригель излучает в основном в синей области спектра. Да и пылинки туманности рассеивают голубой свет эффективнее, чем красный. Благодаря этому, к слову, мы видим днем над Землей голубое небо, хотя в нашей атмосфере свет рассеивают преимущественно молекулы азота и кислорода с красным излучением. Необычный вид туманности придает влияние соседнего сверхпузыря Ориона, Эридана, а также звездный ветер. Эти небесные силы искусно вырезали в пыли и газе туманности профиль воплощения злых сил. Хотя это все же обманчивый образ. Голова ведьмы ничего не разрушает, а наоборот неустанно рождает и растит новые звезды. Сейчас 15 или 17 протозвезд уже готовятся присоединиться к большой компании светил головы ведьмы. Самая праздничная туманность, возможно, наиболее удачный объект для окончания нашего путешествия. Должны же и в космосе быть веселые вечеринки. Мы отправимся именно в такое место. Главное не увлекаться. Поднимая тост за тостом, ведь речь идет о гигантском облаке настоящего спирта. Оно находится в области W3, OH, на расстоянии 6500 световых годах от Земли. Правда, туманность в основном состоит из ядовитого метанола, непригодного к употреблению. Но в ней также есть достаточное количество питьевого этилового спирта. Может показаться необычным, что по космосу разгуливают алкогольные облака, однако ученых это удивляет мало. Они объясняют, что в пространстве происходит множество сложных химических реакций между молекулярными облаками и пылью, а значит, появляются различные химические соединения. Молекула спирта относительно проста. Она образована из достаточно распространенных элементов – водорода, углерода и кислорода. Так почему бы им не сложиться так, чтобы произвести космический спирт? Что ж, согласитесь, во время путешествия мы убедились, какими разнообразными могут быть туманности. По сути, простые скопления газа и пыли. Особенно удивляют бесконечные вариации их формы, которая чаще всего напоминает нам что-то близкое и знакомое. Смеющегося кота, конскую голову, летучую мышь, человеческий череп, песочные часы, мыльный пузырь – все не перечислить. Однако это не просто изумительные изделия природы из газа и пыли, от которых порой не оторвать глаз. В своих зыбких мерцающих глубинах туманности зачастую скрывают ответы на фундаментальные загадки Вселенной. Так, газопылевое облако WB89-621 на самом краю Млечного Пути оказалось богато фосфором. Этот элемент в определенном количестве возникает и в звездах, но почти не сдувается с них ветром. Обилие фосфора в WB89-621 может подсказать астрономам многое о тайнах формирования звезд. Однако пока точно объяснить этот феномен исследователи не могут. Самым логичным с точки зрения астрофизики было предположить, что он попал туда вместе с остатками сверхновой. Подобный катаклизм может обогатить газопылевое облако не только фосфором, но и гораздо более тяжелыми и редкими элементами. Проблема в том, что WB89
минус 621, находится на расстоянии 73 тысяч световых лет от центра Млечного Пути, далеко за пределами основной части диска. Это пустынный регион, и там не может быть сверхновых. Астрономы принялись искать дальше и предложили еще две версии. Туманность образовалась в результате выброса газа из центра Млечного Пути, в котором может быть фосфор, или элемент каким-то образом переместился в туманность из Малого Магелланова облака. Ученые надеются со временем выяснить все точнее. Это расширит их знания о том, как фосфор, один из ключевых элементов для зарождения жизни, попал на Землю. А вот таинственное облако X7 может многое подсказать не только о природе туманностей, но и черных дыр, которые еще во многом остаются загадкой для астрономов. Уже более 20 лет они наблюдают картину жуткой космической драмы. Сверхмассивная черная дыра Стрелец А со звездочкой в центре Млечного Пути медленно и с особой жестокостью уничтожает облако X7. Происхождение жертвы монстра пока не совсем ясно. Вероятно всего, облако образовалось в результате слияния двух звезд. Оба светила под влиянием гравитации черной дыры столкнулись и сбросили с себя оболочки. Из части этого материала образовалась туманность, которая вначале выглядела обычным облаком. Но с тех пор Стрелец А со звездочкой своей гравитацией вытянул его в тонкую струну, длиной в 3000 астрономических единиц. Сейчас X7 вращается вокруг черной дыры, разогнавшись до 490 км в секунду. Несмотря на безумную скорость для одного круга, объекту нужно 170 тысяч лет. Сейчас обреченное облако совершает последний оборот. В 2036 году оно достигнет горизонта событий черной дыры, откуда нет возврата. После этого монстр разорвет X7 на части и поглотит куски. Остатки попадут в аккреционный диск Стрельца А со звездочкой или рассеются по космосу. Наблюдая за этой страшной расправой, ученые надеются больше узнать о процессе разрушения объектов черными дырами. А мы увидим яркое зрелище. Во время катастрофы облако разогреется до немыслимых температур. Небо озарит яркий фейерверк вспышек в разных диапазонах света. Интересно, что X7 не единственная туманная нить, обернутая вокруг Стрельца А со звездочкой. Такие структуры называют G-объектами, и гибель X7 подскажет астрономам судьбу всех их. Другие туманности демонстрируют, как закончит свой путь не какое-то далекое облако, а наше Солнце. Недавно южный телескоп Джемини в Чили нашел один из таких объектов. Это редкая двойная отраженная туманность кувшина Тоби, или IC-2220. Она находится на расстоянии 1200 световых лет от Земли в созвездии Киля. Основную часть облака составляют две петлеобразные структуры, исходящие из центра. Там обитает красный гигант HR-3126, приближающийся к концу жизни. Он сбрасывает слои своей материи в пространство, образуя туманность. Примерно через 5 миллиардов лет Солнце сожжет свои запасы водорода и тоже станет красным гигантом. В конце концов, наша звезда сбросит покровы в космос, образовав планетарную туманность. Скорее всего, это будет столь же удивительная структура, как IC-2220, только с медленно остывающим Солнцем внутри. Правда, вряд ли солнечная туманность сможет похвалиться необычной петлеобразной формой, как у кувшина Тоби. История красного гиганта, который образовал это облако, отличается от летописи Солнца. По версии астрономов, у далекой звезды когда-то был компаньон, но красный гигант по некой причине решил остаться в системе один и разорвал на части своей гравитации более слабого компаньона. После расправы спутник превратился в плотный диск материи, вращающийся вокруг HR-3126. Это измельчение звезды-компаньона могло вызвать образование петлеобразной формы туманности. Согласитесь, жизнь таких туманностей – настоящая смесь триллера, фантастики и даже своеобразной мелодрамы. Но это еще не все, на что они способны. Одно из подобных простых скоплений газа и пыли, возможно, в прошлом спасло от гибели наш мир. В 2023 году ученые обнаружили углистые хондриты, самые распространенные метеориты Солнечной системы,
сверх меры накачанные радиоактивным изотопом алюминия, причем тем, который возник на заре формирования Солнечной системы. Так бывает, когда в прошлом в регионе взрывается сверхновая. Катастрофа порождает невероятно мощную ударную волну. И если такой монстр находился рядом с Солнечной системой, то должен был вызвать полное разрушение нашего мира. Газ и пыль, из которых тогда только формировались планеты, вынесло бы далеко в космос. Но этого, к счастью, не случилось. В новом исследовании ученые высказали предположение, что Солнечную систему спасло обычное облако, выстроив надежную линию обороны звезды. Вот как, по мнению исследователей, все происходило. Известно, что звезды возникают в молекулярных облаках, где образуются сгустки материи, колыбели светил. Когда звезды подрастают, их коконы распадаются на отдельные нити, которые какое-то время еще плотно окружают своих питомцев. И на пути ударной волны сверхновой к Солнцу могла оказаться подобная молекулярная нить. Тогда часть энергии удара была потрачена на рассеивание остатков плотного газопылевого кокона. Моделирование показало, что процесс происходил примерно в течение 300 тысяч лет. Однако способ практически проверить свою теорию ученые пока не нашли. Исследователи утверждают, что космические туманности помогают им понять не только механизм формирования звезд, но и более крупных объектов во Вселенной. Так, в некоторых регионах космоса существуют компании из сотен тысяч, а то и миллионов светил. Ученые называют эти крупные звездные тусовки шаровыми скоплениями. Астрономы подозревают, что целая свита подобных клубков звездообразования окружает Млечный Путь, а глубоко внутри них, скорее всего, существует множество туманностей. В этих призрачных облаках может скрываться все, что угодно, даже некие пока непредсказуемые формы жизни. И об этом уже поступают отдельные сигналы. В звездной системе IC-348 темных облаков комплекса Персея на расстоянии 1000 световых лет от Земли ученые обнаружили значительное количество триптофана, одной из наземных аминокислот для человеческого организма. А у некоторых облаков астрофизики замечают структуры, похожие на живые. Они состоят из неорганических веществ в межзвездной пыли, но проявляют признаки организованности. Это, конечно, трудно вообразить. К тому же подобные теории пока мало обоснованы. Но согласитесь, было бы круто, если бы они оправдались. Ждем новых наводок от астрономов, чтобы отправиться в космическое путешествие к самым невероятным туманным мирам.